Поклонники сериала «Великолепный век» восхищались женщиной, которая была Хосеки, любимой женой султана Сулеймана. Насколько известно, Хюррем попала в гарем повелителя совсем юной девушкой и практически сразу привлекла его внимание. Девушка очаровала Сулеймана своей улыбкой и веселым характером. Со временем их любовь не угасла, а наоборот, становилась все сильнее. Доказательства тому служили их дети, которых Хюррем родила своему мужу. Вся ее жизнь была посвящена своему повелителю и их детям. Не было счастливее женщины, чем Хюррем. Однако счастье не может длиться вечно. В гареме у Хосеки было много недоброжелателей и соперниц. Старшая жена султана была одна из них. Они с самого начала стали соперничать за любовь и внимание Сулеймана. Она настолько сильно любила и благотворила своего султана, что у Махидевран не было ни малейшего шанса. В связи с этим у Махидевран сильно испортился характер. Она стала неулыбчивой и вечно недовольной, что не прибавляло ей в глазах Сулеймана привлекательности. Однако, несмотря на всю свою любовь к султану, Хюррем все-таки не была совсем уж безоблачно счастливой. Дело в том, что во времена правления османов иметь большой гарем считалось нормально. Но так как Хюррем не была родом из Османской империи, то так и не смогла привыкнуть к такому образу жизни. Она безумно ревновала, когда Сулейман посещал других женщин своего гарема. Но с этим ей приходилось мириться. Как типичный представитель Османской империи, Сулейман не принимал в расчет чувства женщин. Его поведение считалось нормой для того времени. И все равно, несмотря на все измены и боль, что вольно или невольно Сулейман причинял Хюррем, она все равно продолжала его обожать и могла простить ему все, что угодно. Однако все-таки имеет место один случай, когда Хосеки не смогла простить своего мужа и пронесла эту обиду через весь сериал. И что самое интересное, Сулейман даже не подозревал об этом. Ему и в голову не могло прийти, что его поступок так сильно обидел Хюррем. Для султана такое поведение было нормальным. Так что же такого мог совершить Сулейман, чего никак не смогла простить ему Хюррем, несмотря на всю свою к нему любовь? Как всем известно, за время создания сериала актриса, исполняющая роль Хюррем, не была одна и та же. На протяжении всего сериала, когда Мерем Узерли не смогла дальше сниматься в «Великолепном веке» из-за своей беременности, режиссерам пришлось срочно придумывать выход из этого положения. Время на замену героине удалось выиграть путем интересного поворота сериала, который никто не ожидал. Согласно сюжету, Хюррем неожиданно пропадает. Ее похитили. Новой актрисой, ставшей Хюррем, звали Вахиде Перчин. Как стало потом известно, похищение было организовано сестрой султана Хатидже. На несколько лет Хюррем выпала из гаремной жизни. Несмотря на то, что все силы были брошены на поиски Хосеки, никто не мог ее найти. Султан был в отчаянии, его любимой Хюррем нигде не было. Поиски длились несколько лет. Затем все-таки Балибею повезло. Он смог обнаружить Хюррем и вернуть ее во дворец. И тут Хюррем узнает страшную новость. За время ее отсутствия Махидевран, старшая жена султана, решила избавиться от соперника своего сына Мустафы. Старшим сыном Хюррем и Сулеймана был Шахзаде Мехмед. Он был любимчиком султана, и все считали именно его преемником трона Сулеймана. Хотя по закону первым претендентом на это место должен был быть Мустафа. Но Мехмед пользовался уважением и любовью своего народа и отца, был очень образован и умел в управлении своим санджаком. Поэтому Махидевран, дабы расчистить своему сыну путь к трону, решила избавиться от Мехмеда. Поскольку рядом не было Хюррем, которая все свои силы бросала на защиту своих детей, по приказу Махидевран у Мехмеда появился новый знакомый. Это был один из янычар. Они быстро подружились, и тот воспользовался случаем, чтобы заразить Мехмеда оспой. Это была страшная болезнь, одна из самых ужасных в то время. У юного Шахзаде не было никакого шанса. И Шахзаде Мехмед умер. По возвращению из плена Хюррем узнала о том, что ее любимого сына больше нет. Она была вне себя от горя. Боль раздирала ее на части.
Проводя все свое время на могиле своего сына и оплакивая его безвременную кончину, Хюррем долго не могла прийти в себя. Получается, что султан не смог так заботиться о своем сыне, как Хюррем, и это привело к ужасным последствиям. А в это время, пока Хюррем места не находила себе от горя, у султана все шло как обычно, как будто смерть сына его не касалась. Он жил обычной жизнью и даже стал проводить ночи с другой женщиной. Это была наложница Назинин. Вскоре она забеременела от султана и родила ему дочь. Глядя на поведение своего мужа в то время, он должен был скорбить об их сыне вместе с ней. Хюррем затаила обиду на султана, которую пронесла через весь сериал. Его представлении все шло своим чередом. Умер один ребенок, но у него еще остались другие наследники. Своим поведением султан разочаровал Хюррем и потерял уважение в ее глазах, хотя даже не подозревал об этом. Возможно, именно потеря Шехзаде Мехмеда ожесточила сердце Хюррем и стала катализатором дальнейших событий. Хюррем решила отомстить убийце своего любимого сына. Во всем она винила старшую жену султана Махидевран. А как можно больше всего уязвить женщину? Конечно, только отобрав у нее любимого ребенка. Мустафа был ее единственным сыном, с ним Махидевран связывала большие надежды. Он был для нее всем, а потом Хюррем пришла и забрала у нее все. После этого Хюррем уже не могла так беззаветно любить султана, как раньше, хотя внешне все оставалось по-прежнему, но в глубине души Хюррем так и не смогла простить Сулеймана за ту боль, что он причинил ей своим равнодушием после смерти их Мехмеда. Наложница, которая временно привлекла внимание султана, пока Хюррем предавалась скорби, продолжала жить в гареме, но в результате подстроенного несчастного случая Назинин упала с балкона и разбилась насмерть. После этого внимание султана вновь перешло к Хюррем, но их отношения уже никогда не стали прежними. Хюррем была довольно злопамятна и никогда не простила Сулейману за его холодность и бесчувствие касательно смерти их старшего сына. Прольется очень много крови. Чьей крови? Это будет кровь моих врагов. Никого не пощажу.